С 2022 года у россиян появится новый шанс вернуть часть своих расходов. С 1 января 2022 года у россиян появится возможность получить денежную компенсацию за занятие спортом благодаря новому налоговому вычету. Об этом говорится в постановлении правительства РФ. Вычет на спорт относится к категории социальных налоговых вычетов. Туда же из популярных среди россиян можно отнести вычеты на образование и лечение. Сэкономим на походе в фитнес-зал. Физически обратиться за вычетом на спорт гражданин сможет только с 1 января 2023 года, если он делает это через налоговую службу по месту жительства, так как право на вычет впервые возникает в 2022 году. Либо он может написать заявление работодателю. И тот перестанет удерживать с него НДФЛ до исчерпания суммы вычета. Это можно сделать в том же году, в котором были затраты, то есть не ждать 2023 года, а получить деньги уже в 2022 году. Максимальная сумма, с которой можно получить компенсацию, составляет 120 тысяч рублей в год. От них можно вернуть 13%, то есть не более 15,6 тысячи рублей. Вычет на спорт можно получить как за себя, так и за своих несовершеннолетних детей, а также за усыновленных детей или подопечных в возрасте до 18 лет. Для получения вычета на фитнес необходимо, чтобы физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель были включены в утверждаемый ежегодно правительством РФ соответствующий перечень. Для того, чтобы обратиться за вычетом, надо предоставить паспорт и свидетельство о рождении ребенка, если вычет получают за него. Копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг. Чеки или другие документы, подтверждающие оплату. Реквизиты, куда перечислять деньги. Сэкономим на оплате за образование и лечение. Вычет за лечение и вычет за образование, как и за спорт, нельзя получить более чем со 120 тысяч рублей в год. То есть максимальная сумма в год составляет по 15,6 тысячи рублей. Но здесь есть два дополнительных момента. Первый: за дорогостоящее сложное лечение можно получить НДФЛ отдельно. Если, предположим, пациенту сделали операцию на сердце за 500 тысяч рублей, то он может получить 65 тысяч рублей вычета. Второе: к вычету за образование добавляется 50 тысяч за детей, то есть суммарный вычет может высчитываться со 170 тысяч рублей, а не со 120 тысяч рублей. Под вычет за обучение подходит образование в вузе, автошколе, дневное отделение, вызов для подопечных до 18 лет, братьев и сестер до 24 лет. Для того, чтобы обратиться за вычетом за образование, надо предоставить договор на оказание образовательных услуг с лицензией и платежные документы. Заполнить форму 3 НДФЛ, и с этими документами отправиться в налоговый орган по месту жительства. С получением социального вычета за лечение процедура точно такая же. Нужна форма 3 НДФЛ, договор на оказание медицинских услуг, платежные документы об оплате медицинских услуг с кодом 1. Код 2 – это дорогостоящее лечение. Кроме этого, вычет, как и с фитнесом, можно получать через работодателя, он просто не будет удерживать НДФЛ. Нужен тот же пакет документов, а также составить заявление на получение уведомления о праве на социальный вычет. Через 30 дней уведомление можно забрать в налоговом органе и передать работодателю. Важно! Если вы захотите получить максимальную компенсацию сразу по нескольким социальным вычетам: спорт, образование, лечение, то этого сделать не получится. Зато и другое вы НДФЛ не вернете, так как затраты составят 360 тысяч рублей, что превышает максимальную установленную государством сумму. Но если вы в 2022 году потратите, допустим, 50 тысяч рублей на образование, 30 тысяч рублей на лечение и 30 тысяч рублей на спорт, вы можете обратиться за вычетом по всем этим категориям, потому что суммарные траты не превышают максимально установленного лимита.